Расскажите, пожалуйста, вы волонтер, вы журналист, и сейчас вы волонтерите, вы помогаете жителям из Калмыкии, из Тувы, из Бурятии, естественно, казахам в их переезде из России в Казахстан. Как так получилось, как так вышло, что вы решили волонтерить и заниматься и помогать людям? Наверное, если вы проходите мимо горящего дома и вытаскивать людей, это даже минуты человек не думает, правильно? Надо вытаскивать и все. Сколько примерно калмыков вы уже встретили, каким-то образом коммуницировали? То есть о каком количестве калмыков вы знаете на сегодняшний день, вот начиная с 21 сентября? Речь идет точно о сотнях. Это только тех, которые прошли через меня. Естественно, сами калмыки, будучи организованной такой группой, они, конечно, обработали еще больше людей, спасли. И поэтому я слышал у вас на канале цифру в 1000 человек как минимум. Я думаю, что это очень близко к правде. А точную цифру, повторяю, никто не скажет, тем более, что были ребята, которые просто не обращались, например, за помощью, да, у кого есть возможность. Ну и, будем прямо говорить, были ребята, которые прошли через древние КПП Астраханские камыши, да. Кстати, я бы тоже очень хотела поговорить немножко на такие темы легализации, как это будет происходить. То есть часть прошла через границу легально, они получили все эти там штампики в паспорт, и теперь у них есть 30 дней, чтобы зарегистрироваться, насколько я понимаю, и 90 дней, в принципе, можно пребывать на территории Казахстана, да, без получения вида на жительство. Что будет после этих 90 дней? Каким образом люди могут продлить свой легальный статус в Казахстане? Но если это делать легально, так как по закону положено, то вы можете просто устроиться на работу. Соответственно, работодатель дает вам соответствующую справку, и вы получаете вид на жительство, который позволяет не регистрироваться в течение года. То есть достаточно найти в Казахстане работу, что уже многие сделали в первые же дни. И, соответственно, кто имеет работу, он вообще ни о чем не переживает. Если у вас нет работы, вы не нуждаетесь, бывает и такое. Ребята, многие работают удаленно. Калмыки очень продвинутый народ. И не только калмыки, кстати, мы принимаем, помогали и многим тюркским и монгольским народам, саха, тувинцам, бурятам. Массовый главный поток, конечно, были калмыки. Вот. Они работают удаленно многие, то есть даже не нуждаются в какой-то легальной работе на территории Казахстана. Так они могут сделать очень просто. Мы это проделывали не раз, и это не запрещено законом. По прошествии 90 дней, когда нужно продлевать вот эту регистрацию, те, кто живет здесь, в южных районах, я в Алмате нахожусь, могут просто пересечь границу Кыргызстана и вернуться моментально обратно. То есть регистрация обновляется, и вы можете еще 90 дней находиться в Казахстане на законных основаниях. Понятно. Те, кто пересек границу, как вы называете, через камыши, посткамыши, что будут делать они? Каким образом они могут легализоваться? Есть ли какие-то способы? Ну, я вам этого не говорил, но, как многие утверждают, в Казахстане решается все. Хорошо. Что касается работы, Арман, вы сказали, что, в принципе, те люди, которые переехали на территорию Казахстана на данный момент и нуждаются в работе, что они могут ее найти, что это не так уж и сложно? Ну, ребята, которые приехали, не только калмыки, тувинцы, саха, вот в течение 2-3 дней находят работу. Расскажите, пожалуйста, примерно какого рода работу находят, вот чем они сейчас будут заниматься? Ну, это самые разные, вообще даже неожиданные для меня самого. Например, один бурят устроился альпинистом. Промышленный альпинизм, знаете, да, у нас небоскребы, по ним ползают и чистят, моют окна, да. Оказывается, востребованная профессия. Я ему говорю: ну ты вообще занимался альпинизмом? Он говорит: ну 2 раза с моста на веревке спускался и все, и нашел работу, понимаете. Ребята также находят, ну есть какие-то промышленные предприятия, шахты.
В сельском хозяйстве очень нужны руки в разных регионах. То есть, в принципе, близко хотя бы к себе можно какую-то найти работу. В крайнем случае даже курьером. Курьер тоже востребованная работа. Насколько я знаю, было 4 шелтера в 4 разных городах Казахстана. Цифра не поменялась, также 4 шелтера. Ну, мы помогали вначале с шелтером в Астане. Потом мы поняли, ну, наша группа волонтеров казахских, но мы потом поняли, что система, которая образуется у калмыков, калмыцкая система поддержки, она может самостоятельно решать этот вопрос, во-первых. И, во-вторых, наше дополнительное участие, оно даже где-то мешало. И мешало им, и мешало нам. Поэтому калмыки самостоятельно решали вопрос создания шелтеров. И довольно успешно. Поэтому я даже не знаю, мы сейчас в основном первый поток, первый пик, который был, мы его отработали. И сейчас мы работаем адресно с теми, кто уже заехал. Уже это небольшое количество людей. Как правило, говорю же, люди приезжают и быстро устраиваются, что интересно. И даже не нуждаются в помощи. Поэтому мы работаем фактически сейчас с единицами, у которых продолжают какие-то быть проблемы. Не все так организованно заехали, как калмыки. Поэтому где-то помогаешь тувинцу, где-то там буряту. А у калмыков, как правило, вот проблем нет. Они очень хорошо помогают друг другу. И я здесь, если позволите, отмечу, что я с восхищением наблюдал, как вот это внезапное свалившееся фактически вот с неба бедствие, как калмыки на него быстро отреагировали, работали сплоченно, поддерживая друг друга, часто креативно, то есть принимали такие решения, от которых, ну, просто, ну, я не знаю, додумался бы ли я, но они это принимали такие решения. Скажем, про велосипеды вы, наверное, знаете, да? Когда узнали, что с велосипедом легче пройти, они организовали поставку велосипедов на границу. Люди садились на велосипеде на той стороне, переходили границу, там их принимал волонтер, велосипеды переносились обратно в Россию, и этот поток шел. Создавали палаточные лагеря, да, на обеих сторонах, когда узнали, что там ночью на ветру люди замерзают, устают, и люди могли просто зайти в палатку, выпить чаю, отдохнуть. Все это требовало просто гигантских усилий. И просто удивлялись мы, допустим, человек заехал, еще не нашел себе ни жилья, ни работы. Но тут же говорил, я буду помогать. Все, как бы он чувствует себя, что он свободен, и теперь может тоже помогать. Повторяю, с восхищением наблюдал, как это делают калмыки. Естественно, много было сложностей, все это все-таки спонтанно, стихийно. Никто никогда этого не делал. Никому и в голову не могло прийти еще за 2-3 дня до того, что он будет это делать. Тем не менее, они это делали. И ну, я не хочу упрекнуть другие народы, я просто хочу поставить в пример. Берите пример с калмыков, как они четко, организованно все это делали. И вопреки некоторым пессимистам, которые сейчас начинают плакаться, переживать, все, наш народ разбежался, нас нет больше. Напротив, ваш народ только образуется. Сейчас на фоне вот этого бедствия он показывает свою силу, сплоченность, мощный дух, желание выжить, желание помочь друг другу. Это и есть критерии. Мы еще вернемся к этой теме. Я знаю, что вы очень хотели как раз-таки поговорить, да, на тему такого вот воссоединения, дружбы между айратскими, монгольскими и тюркскими народами. Но мы немножко позже вернемся к этой теме. Сейчас хотела бы для зрителей пояснить, что Арман сейчас очень много говорит о том, что калмыки, которые живут, насколько я понимаю, как эта система работала, калмыки, которые живут за границей, скооперировались, организовались, собрали финансовые средства, связались с калмыками, которые живут на территории Калмыкии, и таким образом сумели организовать
и покупку велосипедов, и транспорт, и шелтеры, и тот же палаточный лагерь, ну и очень-очень много разных других инициатив исходило. Насколько я знаю, около 7 тысяч калмыков живут за границей. Это в основном Европа, страны Европы, Америка, некоторые страны Азии. И вот такая вот бурная деятельность эти дни была. На данный момент, насколько мне известно, шелтера было 4 в разных городах Казахстана, включая, да, в Астане, что вот калмыки из-за границы оплачивали, и люди, которые приезжали, у кого не было возможности сразу найти себе место, идти в гостиницу или к друзьям, могли на пару дней остановиться, немножко отдохнуть, найти работу и оттуда уже как-то обустраивать свой быт. Вот так вот жизнь кипела. Сейчас, на данный момент, очередей на границе нет, правильно? Уже все, кто хотел переехать, в принципе, переехали и начинают обустраиваться. Вы знаете, на границах я даже не выяснял в последнее время, что творится. Я знаю, что наше правительство как бы расширило возможность для проезда в Казахстан. Но я думаю, это не связано с этим решением. Больше действительно, вы правы, вот этот поток, ну, больше все-таки на панике, да, люди бросались. Боялись, что граница закроется. И правильно делали, потому что верить этому правительству, которое сначала говорит, не будет войны, потом говорят, не будет мобилизации. И когда говорят, допустим, называют какие-то категории населения, которые не будут призваны, естественно, этому правительству верить нельзя ни одному слову. И завтра любого из тех, кто остался, могут, конечно, забрать. Арман, как так получилось, что казахи настолько по-доброму, с заботой, с теплотой приняли калмыков, если исторически, ну, насколько мы помним, что там множество враждебных моментов было, воспринимали друг друга чуть ли не врагами. И сейчас в трудный момент казахи настолько тепло, настолько с добросердечием встречают калмыков. Как так получилось? То есть это, ну, какая-то политика велась или вот просто... Ну, расскажите ваше мнение, как так вышло? Ну, здесь этот вопрос требует раскрытия. Он состоит из 2 пластов. Первый, который вы назвали, это вот эта враждебность, мифическая, я считаю, искусственная абсолютно. И вот казахам подарили, значит, такую историю, что вот вас, сволочи джунгары, столько лет троллили, да, как фашисты, да, вот уничтожали казахов, да. А вот пришли русские, вот русские братья, и, значит, вытащили нас из этого вот, из этой пропасти. Естественно, это абсолютная ложь. Ни одного выстрела в сторону джунгар или калмыков ни один русский солдат не сделал за все годы того противостояния, которое было, да. Но такие же противостояния у казахов были со всеми соседями. Мы также, извините, резали друг друга с кыргызами, туркменами, башкирами, да. Даже основания вот этого добровольного присоединения Казахстана к России были как раз таки противоречия с башкирами. То есть со всеми этими народами были противоречия, а нам выпятили, во-первых, вот, джунгар вот так, калмыков, ойратов. А вот эту историю подарили потом Советскому Союзу, и Советский Союз начал внедрять. А наше казахстанское руководство, ну, я понимаю, у них, наверное, не было времени или не было желания, не хватило ума, я не знаю, в чем проблема. Ну, надо, понимаете, раздувать патриотический дух, а обижать соседей не хочется. Нужен внешний враг. Да, и враг, который не предъявит ноту протеста, да, что за фильм вы сняли, вы это ложь, допустим. Ну, любой из наших соседей мог бы предъявить, а что такое джунгары? Их как бы нет, да? Пожалуйста, давайте про джунгар, фильмы, книги, конференции, все. 30 лет это продолжалось, и получается, целое поколение выросло с малых лет, впитывая Атажау, это как враг моих предков у казахов. И вот это вот словосочетание Атажау халмак вот, осталось в сознании. Что интересно, его нет у казахов той же Калмыкии.
этого понятия. Этого понятия нет у казахов в Монголии. Поэтому вот эта проблема, она создала напряжение, которое вот в сети выражалось в этих срачах, да, казахско-калмыцких. Ну, в чем корни этого явления? Почему казахи все-таки так встретили? Ну, с другой стороны, это тоже неудивительно, потому что все мы знаем, что в период репрессий советских 30-х, 40-х годов, когда масса народов были просто брошены в казахскую степь, незадолго до того разоренные, униженные, в половину уничтоженные голодомором казахи принимали один народ за другим, да, абсолютно неведомые народы, что такое чеченцы мы в глаза не видели, немцы, поляки, корейцы. Казахи даже не слышали никогда о многих этих народах, но внутренне понимали, что вот меня вот так угнетали, и теперь вот такие же угнетенные, как я, ребята, вот брошены здесь, умирать в степи. И будучи, значит, сами стесненные, делились углом своим, делились хлебом. То есть вот этот вот дух, некоторые говорят, гостеприимство, я считаю, сострадание. Когда, да, любой кочевник его испытывает, когда в степи идет голодный человек, он его просто накормит, считает это обязанностью. То есть это вот древняя традиция кочевников спасать того, кто терпит бедствие, а потом уже разбираться, кто ты там, друг, враг, неважно. Арман, вы же как журналист были в Калмыкии. Я смотрела ваши фильмы, которые вы снимали о Калмыкии, на территории Калмыкии, о взаимоотношениях казахов и тогда еще, ну, получается, джунгарского ханства, да. И вы много очень говорили о том, что это были два кочевых племени, которые с абсолютным уважением друг к другу относились. Да, время от времени они между собой воевали, время от времени они заключали перемирие, играли свадьбы, было очень много свадеб между казахами и калмыками, и таким образом сосуществовали в таком в уважительном отношении друг к другу. И что и в истории казахов, и в культуре калмыков есть моменты, когда, знаете, уважительно относиться к своему врагу, если он, ну, именно там защищает свою землю, достоин уважения, то есть проявлять сострадание и уважение к врагу, что это сохранилось в культурах, в том же Джангаре, и что это сохранилось в культуре казахов тоже. Что происходит сейчас, когда Россия, я называю напал, я не называю это совершает специальную военную операцию, я называю напал на страну соседа, на Украину, но и абсолютно там жестоко, вспомнить уже Бучу, да, абсолютно жестоко проводит свои военные действия, и мы видим абсолютно никакого уважения к людям, которые защищают вообще-то свою землю. Насколько это непривычно для кочевых народов, которые, в культуре которых, знаете, с уважением относиться к тому, кто защищает свою землю, даже если это твой, ну, как бы в данный момент это твой неприятель. Абсолютно бездоказательно предъявляются обвинения касательно той же Бучи, да, к бурятам в первую очередь. Буряты стали каким-то таким нарицательным именем, образом зла, да. Меня поразило одно интервью, которое я смотрел на украинском языке. Женщина рассказывала, что, оказавшись под оккупацией российских войск, как раз там стояла именно часть, где было много бурятов. И за всю войну, сколько мы наблюдаем каких-то эпизодов, я еще не встречал аналогичных примеров, как буряты относились к местному населению. Помогали старикам, помогали хоронить погибших местных жителей. И я уверен, что наши братья-кочевники, которые оказались, к сожалению, там на войне, что в отношении противника ведут себя так же. Ну, это просто наши древние традиции, обычаи. Естественно, есть проявление жестокости, садизма, это не исключается. И мы даже были свидетелями, как парень вот этот в шляпе, кто он, тувинец или кто, проявлял вот эти примеры, да, но он единственный из известных.
Поэтому, к сожалению, война, видите, она просто создает фонтаны жестокости и лжи. И после войны нам еще предстоит разбираться не только с путинским режимом, создавшим все это, весь этот ужас, но и с украинцами, которых мы поддерживаем, вы видите, да? Мы их поддерживаем в справедливой войне. Но вот эти перегибы с их стороны тоже имеют место, и на них надо указывать. Ну вот, например, сейчас, да, на чем фокусироваться малым народом, чтобы как раз-таки вернуться к своей какой-то такой историчности, к генетической памяти, в которой было заложено, ну, очень много мудрости. То же самое уважение к старшим, которое вы упомянули сейчас, уважение к женщинам, которые вы упомянули, уважительное отношение даже к своему неприятелю, подозревая, что кочевники, ну, они борются между собой, потом они создают династические браки, женят детей, да, и таким образом существовали многие века. Каким образом сейчас можно вот немножко вот вернуться к своим истокам, вот, чтобы найти свою идентичность? Вы знаете, нет единого рецепта, нет единого сценария. Сколько я знаю ребят, которые сбросили с себя вот эти оковы манкуртизма, начиная с себя самого. Мы все манкуртами выросли при Советском Союзе, так. У каждого собственный сценарий. Ну, как некоторым ребятам, которые задают вопрос, а зачем мне это нужно вообще? Я говорю, ну, слушай, ты появился на этот свет усилием собственной мысли, что ли? Ты как бы такое вот отвлеченное от всего явление, что ли? Да, мы являемся продолжением древней, вечной, можно сказать, цепи. Можно сказать, что мы даже и есть наши предки и наши потомки. Мы звено в этой цепи, и если его убрать, то получится, ну, это что-то антивитальное, да, это против жизни как таковой. Национальная принадлежность – это фактически то, что делает тебя самим собой. Это та самая истина, которую не надо искать, не надо ее доказывать. Ты просто являешься, вот я, например, казах, да, из рода Найман. И по материнской линии черкеш. То есть я принадлежу к этим двум линиям, и никто не может этого опровергнуть. И я не обязан этого доказывать. Так же, как вы, допустим, принадлежите тоже, да, к двум линиям, которые связаны с вами, в конце концов, любовью. Так, это жизнь. Вы являетесь продолжением их. То есть национальная принадлежность – это истина. Ее не надо доказывать. И когда ты это обретаешь, ты становишься самим собой. Ну а каким путем ты придешь к этой истине, неважно. Кому-то сон приснится, кого-то кино вдохновит, кто-то через язык, кого-то музыка вдохновит. Это абсолютно уникальные пути, и это прекрасно. Арман, насколько я понимаю, как раз-таки сейчас проблема с идентификацией в том смысле, что, ну, можно с разных сторон смотреть на себя, можно смотреть на себя как гражданина России, смотреть на себя как на калмыка. Как граждане России люди должны слушать то, что им говорит президент России. При этом возникают другие какие-то взгляды, которые говорят, подождите, мы же все-таки, ну, не рабы, это же свободная страна, и мы можем ставить под сомнение то, что говорит президент страны. И мы как бы вспоминаем свою идентичность или подходим с точки зрения религии и пытаемся понять, что, ну, нет, это решение, вот мне лично, например, оно не кажется правильным. И там как свободный человек, новая идентификация, да, как свободный человек, я не считаю, что это там верно совершать, участвовать в этой войне. Каким образом, на ваш взгляд, человеку, ну, найти ту самую точку опоры, чтобы идентифицировать себя? У человека много идентификаций, и здесь важно ему самому определить, какая более важна для него самого. То есть кто-то работает просто на семью, ему неинтересно, да, народ, нация, страна. Кто-то живет интересами рода, вот мой род и все остальное не важно, и так далее. Кто-то как гражданин страны, да, себя ассоциирует. Ну, я не знаю, у нас у кочевников принято понятие свободы воли, да, и каждый должен сам определить, что важнее для него.
Я лично считаю, что, конечно, важны все виды идентификации, но из них страновая, гражданская принадлежность – это самая такая, как вам сказать, зыбкая, да? Потому что меняется политический строй очень часто. Да. Я половину жизни был гражданином СССР, а половину я гражданин Казахстана. И поэтому, да, это бедствие, исход калмыков, многих тюрков, монголов из России. Но это же и положительное явление. Почему? Во-первых, конкретно касательно калмыков и казахов, после вот этих всех непонятных страниц истории, после последних срачей в сети, да, на протяжении нескольких лет, наконец-то калмыки и казахи станут лицом к лицу и поймут, что в принципе никакой разницы нет между нами, так? И пойдет вот это вот объединение, так? То же самое происходит с бурятами в Монголии сейчас. И вот этот процесс, он все равно пойдет на пользу, на идеи объединения кочевников Великой Степи. Это прямой завет Чингисхана. Помните вот этот эпизод со стрелами, да, когда он одну легко ломал, несколько не мог сломить. И даже если мы не хотим этого, пребывая в своей вот этой комфортной норке, да, в которой нас запихнули исторические обстоятельства. Ну, видите, даже сам Тенгри, да, не дает калмыкам, бурятам, тувинцам сидеть сейчас, прятаться от того, что происходит. И просто вот дали вот этот волшебный, божественный пинок самого Тенгри, чтобы мы наконец задвигались, понимаете, ощутили вот этот вот мобильность, да, дух наших предков, объединились и стали наконец тем самым кулаком мощным, который, в принципе, создаст новую Орду, новый каганат, новую империю кочевников Великой Степи. То есть ваш посыл сейчас: те жители Калмыкии, которые уезжают, которые выбирают себе путь переехать в Казахстан, например, один из возможных путей сопротивления этой мобилизации и сопротивления этой войне, да, это там переезд из Калмыкии с территории России. То есть вы считаете, что это, скажем так, исторически тоже какой-то обоснованный шаг, и что он там не бессмысленный, а в этом тоже заключается какая-то такая матрица жизни? Тоже в одной из благодарностей одного из калмыков была такая фраза: «Я ехал в неизвестность, боясь того, что ждет, но было ощущение, была вера в лучшее, и сейчас я чувствую себя свободным в Казахстане». Это не потому, что Казахстан такой, да, поэтому тоже, но в первую очередь потому, что он ушел от этой тюрьмы, да, он бросился в эту неизвестность и теперь ощущает себя свободным. В Казахстан или в Монголию, в Грузию, неважно куда, просто ушел и все. Ну, так же, как калмыки, будем прямо говорить, оказались на Волге, они просто ушли от тех ойратских правителей, под кем не хотели находиться. И сейчас эти ребята, которые... Это не беглецы, я считаю. Это ребята, которые выбрали свободу. А тот, кто выбирает свободу, уже получает ее автоматически. Он уже свободен. Но мне уже хочется немножко подвести, наверное, к концу нашу встречу. И вот если подумать о тех исторических процессах, которые происходят сейчас, это война, скажем так, народов, которые когда-то были братскими, Россия и Украина, но это были на самом деле братские народы, и такое сплочение народов на этом фоне монгольских и тюркских, насколько это там будет менять психологию людей, насколько это будет менять какую-то ментальность людей? Да, естественно, психология будет меняться. Насколько я помню, при развале Советского Союза тоже психология очень сильно менялась. Мы тоже были патриотами СССР, но потом начали вскрываться вот эти все факты, и репрессии, и геноцид, и подавление, и мы с удивлением узнавали, что, оказывается, мы были вот такими манкуртами, угнетенными, забитыми, униженными, геноциденными, да, в любой форме. То есть
очень медленно, но шло изменение сознания. Я думаю, также будет изменение сознания и российских, тюркских, монгольских народов, но, наверное, в более ускоренном виде. Все-таки война – это ускорение всех процессов. Соответственно, надеюсь, что осознание покоренных Россией народов, что они являются вообще-то не столько такими младшими второсортными, да, братьями у большого брата, являются наследниками на самом деле древней могучей культуры и цивилизации. Вот это осознание, когда произойдет, и что мы не отдельные какие-то осколки, вот калмыки там тувинцы, там буряты, а что мы некое единое вообще, некий единый суперэтнос с мощными традициями, с могучим духом. Арман, спасибо большое, огромное вам спасибо за участие в эфире. Это было очень интересно и познавательно, и очень так, знаете, одухотворяюще. Да, я хотел тоже выразить благодарность каждому в отдельности, и калмыку, и тувинцу, и буряту, каждому представителю народа в связи с этой мобилизацией, которые приняли вот это решение. Я думаю, оно было непросто, и принимать его надо было быстро. То есть я считаю тех, кто эвакуировался, да, я считаю лучшими людьми. Не в обиду тем, кто остался, да. Но для этого нужно иметь храбрость, надо иметь интеллект, понимать, что происходит, так? Надо иметь решительность, броситься в эту неизвестность. Однажды вы вернетесь в свободную Калмыкию, в свободную Бурятию и поднимете там знамя своего гордого, свободного народа. Да будет так. Да будет так. Я со своей стороны благодарю ваш народ, благодарю вас за помощь, потому что казахи очень-очень помогли, очень тепло встретили и на самом деле протягивают прям руку поддержки, помощи с таким открытым сердцем. Спасибо огромное. Дорогие друзья, еще раз спасибо, что были с нами. Пожалуйста, не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы оставаться на связи, чтобы вы получали уведомления о новых видео, и мы таким образом поддерживали контакт. Я благодарю всех за внимание, всего хорошего и до свидания.